Фух. Так. Ну все, коленчик готов. Можно, в принципе, начинать ролик. Важное. Водичка. Водичка. Всегда, когда курите кальян, пейте водичку. Итак, сегодня у нас будет достаточно интересный ролик, потому что много кто писал эти вопросы в комментариях. Будет, сразу оговорюсь, точнее, уточню. Будет ролик на две темы. Первая тема — это что делать, если нектар не работает у вас. Или, допустим, у вас Mac. Вот, я подробно об этом расскажу. И вторая тема будет касаться вопроса, как сделать так, чтобы плагины работали не только в OBS, но и в Windows. Я думаю, мне стоит немножко объясниться, почему так долго не выходил ролик, который, можно сказать, я обещал, так скажем. Сначала мне было, честно, лень. Не знаю, как-то для меня ролики делать довольно тяжко, потому что не совсем умею разговаривать. Вот. Запускаю стримы и пытаюсь, говорить. Немножко это помогает. Вот. Вторая причина. Мне пришлось уехать. Вот я относительно недавно вернулся, и была идея записать ролик, но я заболел, кашель до сих пор, вот стало полегче, поэтому я решил наконец-то записать. А перед началом ролика я попрошу подписаться на YouTube, зайти в Telegram, подписаться на Telegram, поставить лайк, зайти на Twitch и зафолловиться на Twitch. Этим вы максимально поможете мне. Еще оставлю ссылочку на донат. В нем вы можете писать свои вопросы, потому что уже было такое, что человек обращался помочь лично ему настроить микрофон. Мы сделали, ему понравилось. Поэтому, если вы хотите как-то лично обратиться, можете туда писать. Главное, оставляйте свои контакты. Telegram, ВК или что-нибудь еще. Вот. Давайте приступим. Итак, переходим в OBS. Сейчас я на ваших глазах отключаю все плагины, которые у меня включены. Я их полностью отключаю, чтобы вы слышали чистый мой звук, какой он есть. Давайте. Сразу скажу, что набор... Ох, ёпта, вот это я ору. Сразу скажу, что набор плагинов у меня изменился. Точнее, не набор, а настройка плагинов. Все, тут тоже все выключил. Итак, поехали с самого начала. Сначала ставим у нас шумоподавление. В качестве шумоподавления я использую плагин RX8 Voice Denoise. Очень простой. Заходим, нажимаем, выключаем Adaptive Mode, нажимаем Learn и молчим 10 секунд. Так, все, у нас минус шум. Дальше мы добавляем деэссер. В качестве деэссера у нас будет плагин. Я тут подглядываю, если наделал скринов того, что я сделал, потому что наизусть я, к сожалению, не помню. Давайте я напишу вот так. DDS. Будет у нас деэссер. В качестве деэссера у нас будет TDR Nova. Деэссер и именно linked. Все, вот так это составляем. Дальше мы добавляем компрессор. В качестве компрессора у нас будет TDR котельников. Пресет. Мастеринг warm. Так. Дальше мы добавляем Marvel GEQ. Это у нас один из эквалайзеров.
Эквалайзер 1. Добавить. Эквалайзер 1. Marvel. Во. Тут используем пресет Bright and Bassy. Все, отлично. Так, давайте я сразу сделаю так, чтобы я себя слышал. Так, десктоп мы выключим. Так. Раз, два. Хо-хо-хо-хо. Бля. Как плохо. Так. Дальше мы добавляем плагин, который будет отвечать у нас за второй эквалайзер за место нашего нектара из прошлого видеоролика, который, как оказалось, не у всех работает. Вот. Напишу эквалайзер 2. Называется у нас FabFilter Pro Q3. Открываем интерфейс плагина. И в принципе, если вам нравится звук из прошлого ролика, то вы можете брать значение оттуда. Если вам нравится звук, который был в начале этого ролика, то берите настройки, которые сейчас я покажу. Первую мы тут добавляем точки. Первую точку мы добавляем на плюс-минус 600 Гц. Выловить трудно. Вот, добавили точку на 601 Гц. Ставим Q03. Плюс-минус 0,3. Ну, 294. И gain ставим на минус 16,2. Минус 16,2. Ну, плюс-минус. Вот, минус 16. Так. Вторая точка у нас идет. Вторая точка у нас идет на частоте 1946 Гц. 1946. Так, сейчас. 1946 плюс-минус. Как бы тут выловить так аккуратно. Ну, 1957, не суть. Тут у нас тоже идет Q03 плюс-минус. Ну, 0,306 пусть будет. А gain минус 5,5. Ну выловись-то 5,5. О, 5,48. И наконец-то третья точка у нас идет на 11373 плюс-минус. Q у нас снова на 0,3. Угу. А gain на плюс 0,7. Ну, плюс-минус 0,7. Итак, сейчас я добавляю все громкости и послушаем, что из этого вышло. Раз, два. Ну вот, собственно, вся настройка моего пресета, моего звука. Что у нас по громкости? По громкости у нас, ну, плюс-минус все хорошо. Я могу, конечно, и погромче сделать микрофон. Ну, давайте чуть-чуть сделаю. Раз. Но тогда, если вы ставите громкость другую, обязательно делаем так. Выключаем все плагины. Оставляем шумоподавление.
Открываем шумоподавление. И обязательно заново делаем лен. Вот. О, извините. Я не хотел. Это, наверное, было больно. И включаем обратно все плагины. И вот без нектара мы сделали отличный звук. Отличный. Ну, я считаю, как минимум, что он отличный. Итак, давайте перейдем ко второму вопросу. Второй вопрос у нас заключается в том, как сделать так, чтобы плагины были не только в OBS, как я вот тут вот сделал, но и в Windows. То есть, чтобы не надо было их добавлять в OBS. Единственное, что будет в OBS, это у нас шумоподавление. Вот я его оставил, оно у нас продолжает работать. Итак, есть такая программа, называется Equalizer Apo. Тут у нас есть два важных для нас файла. Это конфигуратор и эдитор. После добавления программы заходим в конфигуратор, заходим в Capture Devices, ставим галочку напротив вашего микрофона. У меня это HyperX Quadcast S. Вот, после этого вам предложит программа перезагрузиться. Вы перезагружаетесь и заходите в эдитор. Заходите. После того, как у вас зашло в эдитор, заходите Devices, девайсы и выбираете свой микрофон. И дальше добавляете все те же самые плагины. Единственное, что в чем проблема здесь? Ну, не то чтобы проблема, загвоздка. Когда вы установите плагины, у вас будут разные папки, в которых они находятся. Вот эти вот файлы DLL. Вот, и их придется поискать, куда они у вас стали. Либо, когда устанавливаете, сохраните. Вот тут это у нас... ну тут не указывается, какой именно надо VST. Вот, но в основном у меня тут VST2 файлы. Ну, точно не скажу, какой именно надо. VST2 или VST3. По сути, должны и те подходить. Вот. Вы заходите, нажимаете плюсик, плагинс, VST плагин. Я на примере одного сейчас покажу. Вот у нас появилось окошко VST плагина. Нажимаете вот сюда. У вас открывается папка. Ищите, какой вам нужен плагин. То есть, вот, допустим, у меня TDR котельников. Вот он у меня расположен по этому пути. То есть, вот я захожу. Не понял. И вот он у меня. И open. И он добавляется. Сейчас я его добавлять не буду. На этом, в принципе-то все. Все показал. По сути, на все вопросы ответил. Если же какие-то отдельные вопросы остались, вы можете, опять же говорю, в донате писать вопрос и указывать соцсеть для связи, так скажем. Способ связи с вами. И я лично отвечу, ну и в крайнем случае помогу, если у вас ничего не получится. По самим плагинам что скажу, где вы их можете найти. Внизу я оставлю ссылочку на свой Telegram, где я отдельным архивом добавлю все плагины, которые вам понадобятся. Вот. И вы без проблем сможете их установить и добавить себе. А на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Еще раз попрошу, если не трудно, подписаться на YouTube, поставить лайк, зайти в Telegram, подписаться. Я надеюсь, в скором времени у меня выработается стабильное расписание стримов. Там будут оповещения. И перейти по ссылочке на Twitch. Тоже зафолловиться, если вам не сложно. Я буду крайне благодарен, потому что, канал маленький, а я хочу развиваться. На этом все. Всем спасибо. Всем до свидания.